Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Сани, и мы сейчас идем топить самый дешевый компакт 2024 года. Так, ну что, будем честны, я уже смирился с этим смартфоном в плане его недостатков. Мы его уже с вами тестировали на канале для стримов. И IP67 подразумевает, что мы можем спокойненько вот так бегать с пикселем в бассейне, опуская до 1 метра. Разумеется, бросать его в воду нельзя, но опускать можно. Само собой, что я не советую использовать смартфоны для подводной съемки. Лучше использовать какие-нибудь GoPro, притом начиная с 9, не обязательно супер дорогую покупать. То, что он погибнет, очень сильно вряд ли, но если погибнет, я расскажу вам об этом на стриме или в моей личной телеге. Плюс не забываем, что мы его уже жарили на канале для стримов, и не забываем, что если что-то произойдет, то это происходит всегда после всех тестов. Я его тестировал до утопления. Все тесты в ролике, что вы видели. Притом очень странно, он на Antutu выбивал сначала 1 100 000 баллов, потом после 3 прогонов 900 000, а сейчас на холодную выбивает только 800 000. Тензор все-таки великолепен. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о компакте, это Pixel 8a. 120 Гц экрана, такой же процессор, как Pixel 8 и 8 Pro. Если говорить про баллы в Antutu, 1 100 000 баллов в Antutu он выбивает. Если говорить про яркость, 1800 люксов в пике показывает. Если говорить про датчик приближения, отлично отрабатывает. Если говорить про сканер отпечатков пальцев, то он находится прямо по-дорогому, как нам BBK рассказывала, чуть ли не в центре экрана. Но работает, к сожалению, он не великолепно, как и у всех. Если говорить про съемку, в 4К 60 FPS на основном модуле он снимает. Помимо этого, я его, разумеется, сравню с Vivo X100S. Пусть этого разного класса устройства с разными габаритами покажут вам, насколько пиксель в каких-то моментах хорош. Я его уже гонял на Польза стримы на канале для прожарок. Он выжил в Diablo, и при игре в Diablo, понятно, не на 60 FPS, он показал просто великолепную автономность в 20% в час. Если говорить про видео и фотосъемку, скажем прямо, она хороша. Если говорить про все остальное, то это рандом, но об этом вы узнаете в ролике. Смотрим. Распаковка. Упаковка стандартная для Гугла с изображением устройства и названием модели. Упаковка неплохая, в комплекте у нас все скромно. Это кабель с Type-C на Type-C длиной в 1 метр версии USB 2.0. Сам смартфон, переходник, краткое руководство и ключ для извлечения слота под одну нано-сим-карту. Разумеется, в смартфоне есть eSIM. Габариты Google Pixel 8a 150 на 9 на 70 мм, а весит он 188 граммов. Компакт. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. В этом месяце еще Poco F6 Pro будет разыгран. Для участия в розыгрыше Poco X6 Pro вам необходимо оставить любой комментарий, осмысленный больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок по ссылке в описании, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Если победите, я вам напишу, приходить не обязательно. Перейдем же к смартфону. Приобрести Pixel 8a можно в зеленой, синей, бежевой и черной расцветке. Дизайн модели такой же, как у Pixel 8 и 8 Pro. Тыльная часть выполнена из переработанного пластика, рамка из переработанного алюминия, как и блок камер. Корпус марки скользкий, собрана модель неплохо, плюс она имеет защиту по стандарту IP67. К слову, какая разница между 7А и 8А, можете посмотреть в моей личной телеге, я там текстом выгрузил. И да, она не такая большая. В начале ролика вы видели, как смартфон справляется с утоплением и одновременной видеосъемкой. К слову, смартфоны от Гугла у меня еще ни разу не выходили из строя после утопления. По эргономике все отлично, лежит 8А в руке удобно, и пользоваться одной рукой можно без проблем. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, люфта нет практически, и за это отдельно огромный плюс. Разъем Type-C OTG версии 3.2, правда с кабелем они согрешили, могли бы закинуть нормальный сразу в комплект. Далее есть 2 микрофона и стереодинамики. Только стереодинамики хитрые, по факту полуторка. Кто знает, тот поймет. Отмечу, что мини-джека, как и ИК-порта, нет, хотя могли бы ИК-порт установить. Как по мне, это действительно нужная функция, особенно когда путешествуешь.
хорош. Качество звука, повторяюсь, хорошее, но не лучшее. Вибромотор хоть и слабенький, но тактильно очень приятный. И очень близок он к OnePlus. Хороший вибро. Наверное, в первую очередь за счет того, что смартфон сам по себе небольшой. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED-дисплеем на 6,1 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Частота обновления экрана от 60 до 120 Гц, но это не технология LTPO, напоминаю, что это все максимально экономно. Плотность пикселей неплохая, 430 ppi, защита Corning Gorilla Glass 3 версии, коэффициент контрастности 1:1, соотношение сторон 20 к 9. Поддержка технологии HDR и 24-битной матрицы с 16 миллионами цветов. Экран прямой, но со слегка закругленными краями. Рамки больше, чем в остальных моделях 8-й линейки, в целом как и подбородок. Яркость по заявлению производителя до 1400 нит в режиме HDR и 2000 нит в пике. По моим замерам экран выдает на пике 1800 люксов. В обычном сценарии использования 600, иногда в обычном сценарии показывает 900. Чаще всего он показывает 560-580, то есть в районе 600. У очень многих экран еще желтит, у меня он не желтит, под углами у кого-то экраны еще и в радугой переливаются, поэтому с экраном здесь проблема как минимум. Повторяю, что все это дело мы в онлайне на стриме проверяли. Приходите на стримы, будете видеть тесты. Функция автоматической регулировки яркости отрабатывает довольно быстро и корректно. Тест на частоту дискретизации касаний вы видите на экране, результат средненький. Мультитач имеется, и на 10 касаний экран откликается одновременно без проблем, но не моментально. Показатели шима ужасные, процент шима поднимается до 100% и упорно держится. И чтобы вы там не включали, все будет всегда вот так. Плюс еще в инструментах разработчика можно 120 Гц для всех приложений выставить, но проц не вывозит. Технология Always On Display в наличии. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под дисплей, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев первоначально работал отвратно. Потом я постепенно к нему привык, и он чуть-чуть менее отвратно начал работать, но все равно плохо. Завести можно до 4 отпечатков пальцев разных, распознавание лица срабатывает даже под углом, и биометрические данные можно внести только одного лица. Можно включить еще функцию «Глаза должны быть открыты». Летим дальше. Процессор установлен такой же, как и в Pixel 8 и 8 Pro, и по идее они должны были его допилить, а именно Google Tensor G3 с техпроцессором 4 нанометра с 9 ядрами. Максимальная частота у него 2,9 ГГц. Как вы знаете, Google делает это совместно с Samsung, этот процессор, и все. И ничего хорошего в этом нет. Также здесь установлен стандартный сопроцессор безопасности Titan M2, графический процессор ARM Mali G715, MP7, оперативная память LPDDR5 на 8 ГБ, внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128 или 256 ГБ, медленная, операционная система Android 14 версии. Данная система оснащена множеством полезных функций, но они доступны строго в определенных странах. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6E версии, поддержка 5G сетей, 4G сетей со всеми бендами и ниже. В продаже есть две модели, одна из которых поддерживает MM-Wave. Слот под одну сим-карту, а также можно завести одну eSIM. Датчик приближения отрабатывает без нареканий, он прям волшебный здесь после всяких Poco и Honor'ов 200-х. VO LTE и VO Wi-Fi активировать можно, в интернете есть инструкция, как это делается. Bluetooth версии 5.3, список поддерживаемых Bluetooth аудиокодеков вы видите на экране, в целом все отлично. NFC поддерживается, можно устанавливать MirPay и оплачивать покупки NFC модулем из навигации на борту GPS GLONASS Galileo QZ-SS, и GPS-тест в идеале должен показывать точность в 1 метр, по факту он показывает 3. Емкость аккумулятора 4492 мАч, PC-марк он у меня отказался проходить, тест я проводил в PUBG New State и на стриме в онлайне, и при съемке, допустим. По поводу автономности. Если играть в PUBG, то он поедает 26% в час, 60 FPS он не держит, лютые фризы, и PUBG New State не про этот смартфон, потому что через 10 минут он вообще сбрасывает яркость до 360 люксов. В Diablo на 30 FPS он ест 20% в час, и он довольно неплохо оптимизирован. Если говорить про съемку, за час 30 минут он съел 40% заряда и сбросил FPS в 4К с 60 до 32. И, к слову, кто не сбрасывал, посмотрите в моей личной телеге, я тестирую так много смартфонов. Допустим, та же Motorola 3,5 часа снимала и сбросила только до 52 FPS. А Motorola это все-таки вообще не первый эшелон. И она не одна такая. Много смартфонов справляются с подобным. Так что по автономности вы понимаете, что абсолютный рандом. Вам может хватить на целый день, или он может просто ни с того ни с сего перегреться и начать поедать все моментально. Ночью он может съесть 7%, а может вообще все 15% съесть. Смартфон поддерживает зарядку
зарядку на ультра скромные 18 Вт, притом заряжается он, как вы понимаете, за 2 с лишним часа, где-то 2:10. Беспроводная зарядка до 7,5 Вт, а вот реверсивной зарядки нет. При просмотре роликов на YouTube за 1 час у меня уходит в среднем 5-6% заряда. Переходим к тестам. Тротлинг-тест на час он отказывается проходить, он прошел у меня на 42 минуты только его и потом завис. До этого он просто раза 4 его сбрасывал. Так что не нравятся ему тесты. Сколько он выбивает в Geekbench, 3D-марке и всем остальном вы видите на экране. С третьего прогона в Antutu он выбил 900 с лишним тысяч баллов. И в принципе это неплохо, потому что на холодную, без мучений, без тестов, он у меня показывал 1 миллион 100 тысяч баллов в Antutu. Это прям очень прилично. Стресс-тест прошел ужасно. Результаты вы видите на экране. Ждем, когда Qualcomm сюда вернется. Или Mediatek хотя бы. Переходим к камерам. Основной сенсор Ward PD Wide Sony IMX787 на 64 мегапикселя с апертурой 1.89, углом обзора 80 градусов и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. 8К, разумеется, нет, как и нет 120 FPS для 4К. Далее из сверхширик Sony IMX712 на 13 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и апертурой 2.2. Фронтальный сенсор на 13 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 96,5 градуса. Находится он в верхней части экрана по центру. Максимальное разрешение для съемки видео у него 4К. На борту имеется оптическая электронная стабилизация, направленный микрофон, двойная LED-вспышка, снижение шума ветра, улучшение речи, панорама, ручная настройка баланса белого, ночной режим, портретный режим, автофокусировка при движении, управление двойной экспозицией, HDR режим, Ультра HDR режим, длительная экспозиция, астрофотография, масштабирование с повышением разрешения и не только. Короткие примеры вы сейчас увидите, но минусы, конечно, в том, что они с менюхи и сошечку убрали, и очень неудобно так фотографировать, когда ты просто не можешь поменять все вручную одним кликом. А в целом отличный камерафон получился. Это без сарказма, кстати. Ну что, классическим образом я не знаю, что из этого выйдет, и я думаю, что вы не знаете тоже, поэтому и смотрите это сравнение по камере. Это Poco F6 против Pixel 8a. И хотя вы можете сказать, что Poco F6 когда-то торговался по 27, я думаю, когда вы смотрите этот ролик, вряд ли за 27 его можно будет приобрести в свете последних событий. С другой стороны, если обратить внимание на то, как они снимают оба плохо. Кто ближе по цветам, я даже не знаю. Один слишком светло, второй слишком темно, чтобы определить. Шумов у одного много, второй вообще мерцание пиксель ловит. Куда бежать? Ну, у пикселя зато есть 4К, а у Poco только 1080p 60 FPS. Притом по мне... Нет, кстати, если брать даже вот эти 30 FPS, по-моему, у пикселя, я пока не на 100% уверен. Я сейчас не смотрел в настройках, просто FPS не выставляется обычно, когда только 30 FPS. Если статично стоять и подснимать что-то, то, конечно, интереснее картинка у пикселя намного. С другой стороны, если двигаться, то нужно включать 1080p 60 FPS. Ну что же, 4К 60 FPS, два основных модуля. Смотрим, как меня здесь не собьют, надеюсь. Так, разумеется, не делаем ни в коем случае. Надеюсь, это не будет темой с видеорегистратором. Я, по-моему, первый раз так необдуманно записываю что-то. Но вроде все обошлось. А вот так сможете снимать не ночью эти объекты. Я ночью сюда приеду, как раз чтобы вы увидели, как все это дело выглядит. А самое главное, это, разумеется, пляж. Медленно и плавно сейчас пройдемся по горизонту и посмотрим, есть ли здесь какие-нибудь нарекания к одному или второму смартфону, потому что у нас закат. И вот так вы сможете снимать в закат на эти два смартфона. А самое веселое, давайте-ка посмотрим насчет зума. Максимум зум на этом X5, на этом X6. И вот так, допустим, дальние объекты вы сможете снимать на эти два смарта. Даже не знаю, что лучше. Надо на компе смотреть. О, фокус прыгал у F6. Фокус прыгал у F6. И фронталка. Опять же, если вам кажется, что смартфоны абсолютно разной стоимости, и 8А стоит просто космос, сегодня 8А стоит космос, а завтра 8А будет стоить так же, как 7А.
То есть он дропнется, будет еще по каким-нибудь промокодам, будет у серовозов, будет на ЯМ, и вполне возможно они будут плюс-минус одинаковые. Хотя опять же по железу, если смотреть по циферкам, Poco выглядит в разы интереснее. Смотрите, динамический диапазон на фронталке, кстати. Вот так. Ну что же, 4К 60 FPS, съемка с двух рук, пиксель против Poco. И здесь как раз та история, когда вы можете сравнивать уже серьезно, потому что любые смартфоны дороже $200 просто обязаны соперничать в ночной съемке. И то, что за $150 вам можно скинуть, ну вот видите, как работа со светом у пикселя нехорошо. 5 секунд. Сейчас я еще раз протер пиксель. Нет. Хотя я протирал его до съемки. И вот так вы сможете снимать, к сожалению, для пикселя ночью, потому что работа со светом это чуть ли не самое важное. Хотя, с другой стороны, есть еще без источников. Кстати, мы же помним, что мы теперь благополучно оцениваем автофокус, да? Но мы оцениваем его здесь. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Плюс-минус вот так одни условия. И можете оценить для себя. Вообще в целом неплохо работает. Так, теперь борьба ультрашириков. И здесь вы будете видеть фризы, автофокусы, которые на Poco, ну вы поняли. Вы будете видеть фризы 30 FPS у Poco и 60 FPS здесь у пикселя. Насколько хорошо или плохо вы видите, и оценивать, как всегда, разумеется, вам. Хорошо снимает смартфон или не очень. Может быть, эти 60 FPS и злую шутку играют. Хотя нет, вы видите, опять же, если статичная картинка, окей, они плюс-минус одинаковые. Ты только начинаешь двигать, и сразу видно, что лучше пиксель. 1080p 60 FPS против 4К 30 FPS у пикселя, ночь, съемка. И тут, наверное, больше тех, кто смотрит обзор, интересно, как пиксель справляется. И они думают, а почему здесь Poco в сравнении? Потому что если я буду сравнивать с телефонами за ту же стоимость, съемка будет плюс-минус одинаковая. А по железу я считаю, что сольет очень сильно, и конкретно пиксель. Но немногим, есть еще Huawei. 4К 60 FPS, третья неделя. 5 часов 42 минуты. Третью неделю я в 6 утра ложусь. Вставать в 9. Все помыл, теперь можно вам посравнивать. Интересно так сравнивать, согласитесь, камерафон с абсолютно не камерафоном. Ну-ка, быстро. Раз, два, три. Оп. Здесь все явно. И ультраширик 1080p 30 FPS у Poco против 1080p 60 FPS у Pixel 8a. Вот так. Фризики у Poco. Ну что, 4К 60 FPS. На Vivo нет у меня отдельного сейчас. Вот через 20 секунд включу специально. Звучит у меня кондиционер. Включу специально шумоподавление на Vivo. На пикселе оно, по идее, вообще автоматически работает всегда. Вот сейчас шумодав включен на Vivo. И вот так вы сможете снимать на эти два смартфона. X2, X2, X3, X3. Качелька. Качелька поудобнее. Вот кружочек у Vivo. И давайте 10 секунд, супер плавно. Невозможно по экранам сказать, кто лучше. Надо смотреть на компьютере. Но, как вы понимаете, вот всегда с такой картинкой, картинка продающая. Мне кажется, даже смарт за 10 тысяч выглядит классно. А вот эта картинка уже не продающая. Почему? Потому что смотрите, что делает Vivo.
И что делает Pixel? Pixel рисует, но у него динамический диапазон прям вау. А что делает Vivo? Vivo не рисует, вот как оно должно выглядеть без меня, а со мной должно выглядеть все-таки как ближе на Пикселе. Но на Пикселе какой-то они настоящий. Вот. Прикольное сравнение. 4К 60 FPS на Vivo и 4К 30 FPS на Pixel. И предположил я, что объектив был загрязнен. Вот сейчас на Vivo, видите, намного лучше. Еще раз протер. Хотя, опять же, до этого тоже протирал. То есть здесь получается стекло довольно такое нежненькое. Но это вам тоже наука. Что если будете брать, чем чаще протираюсь, тем лучше качество. Но от этого динамический диапазон лучше не стал. Вот так он должен снимать, но со мной он так снимать не хочет. Съемка с двух рук, 4К 60 FPS, ультраширик X1, X1,5. Это на Vivo. А теперь основа. Ультраширик не снимает у Пикселя. Также в 4К 60 FPS, как Vivo. И вот так вы сможете снимать. И X2, допустим. X1. 4К 60 FPS. 4К 60 FPS основа. И вот так вы можете снимать с двух рук на эти два смартфона в период самый комфортный, наверное, для съемки во время заката. Насколько хорошо или плохо решать вам. Мое дело пару минут показать, как они в руках будут. Я говорю, весь этот пропуск кадров, как, допустим, ну, я вспоминать опять Huawei буду, но я говорю, просто посмотрите, у Илюхи распаковки 2 упаковки, у него будет обзор по поводу съемки. Я не знаю, как можно снимать на подобное в 2024 году, а на Пикселе, на Vivo плюс-минус те же тапки, только в профиль. То есть вы смотрите и выбираете, что вам лучше по цвету, что, не знаю, каким-то образом удовлетворит ваши специфические потребности из разряда переход на ультраширик, или, не знаю, переход на или телевик, или еще что-то. Цветопередача здесь ближе, по мне, у Пикселя. Хотя и Vivo прям безумно близок. Опять же, насколько будет мультяшная листва, это вопрос дня. Но вообще она похожа сейчас по цвету на то, как в Волгограде в июне листва выглядит. Вот примерно так же. И давайте-ка мелкие объекты. Вот так. Везде русский голос, да? Здесь, мне кажется, русских больше, чем кого-то другого, чем коренного народа. И опять 4К 60 FPS против 4К 30 FPS. Съемка с двух рук. И вот так вы можете снимать на эти два устройства довольно эффективно, прогуливаясь в лучах заката. 4К 60 FPS. Еще немного с другой стороны съемки. И вот так сможете снимать еще немного, совсем, как говорится, чуть-чуть с этих двух смартов. Слегка, как говорится. Вот, смотрите, какая оптика. Чем бы люди не занимались, да? Ну что, 4К 60 FPS, два основных модуля и наш любимый конь. Кто быстрее адаптируется? Быстрее адаптировался Pixel. Опять же, мне так кажется, вполне возможно, я не прав. И вы видите другую картинку. Но на данный момент я вижу, что Pixel в этом смысле рулит. Может быть, я не прав. Притом вот два ультраширика, один снимает в 1080p 60 fps, а у Vivo может снимать 4К 60 fps. И вот вам шумы на Пикселе в 1080p 60 fps и ночь. Работа со светом. Вот так. Ну и последний заход с фронталкой 4К 30 fps против 4К 60 fps. Кто лучше, кто хуже, какая у кого эффективность, можете оценивать. Вот против света
И в целом все неплохо у обоих. Вообще два классных смартфона. Специфичных, но по съемке оба классные. Ну что, восход, очередные 5:30, день 36-й, я чувствую, я так скопычусь, но вы зато увидите очень много восходов. И вот так вы сможете снимать на Vivo X100S или на Pixel 8a. X5 для примера и вдруг это на пикселе. Ага, они не подсвечивают фонтан. Что делать? Давайте подъезд тогда X5 снимать. Ну, тут однозначно больше информации у Vivo. Ну и шумов просто море. Vivo красиво, Vivo волшебно, но он выкручивает контраст, и понятно, что можно поиграться с ISO, понятно, что можно с экспозицией поиграться, но вы согласитесь, что в автомате оно должно фотографировать, как оно есть по цветам. Вот здесь на пикселе то, как я это видел. На Vivo вот здесь то, как вы хотите это видеть. То есть сразу цейс, неважно что, он сразу накидывает необходимый для вас лут, и чтобы вам казалось все приятнее. То же самое касается вот этой супернатуральной картины с, опять же, с Vivo, как вы видите, эквивалент 46 миллиметров. Здесь эквивалент 51 мм. Да, по детализации он ушатывает пиксель по полной программе, но вот по мне с художественной точки зрения и с точки зрения натуральности, если я фотографирую на фотоаппарат, допустим, у Vivo ушатайка вот в этой фотке по полной программе. Почему? Потому что это мольберт, а вот эта фотография. Если говорить про ночное фото, тем более, обратите внимание, что делает с одной и той же фотографией Vivo и с одной и той же фотографией Pixel. Pixel тоже не идеально передал то, что я видел, но Vivo просто выкрутила контраст, цвета поменяла полностью, и у нас получилась отличная фотография. Pixel показал то, что я видел, и в принципе я из этой фотографии могу что угодно сделать. Но даже если брать детали ночные, вот посмотрите, здание. По большому счету они одинаково темные. Скачивайте исходники. Во всяком случае, я вас сориентировал по цветам, что Pixel делает правильно, а Vivo рисует все. 4К 60 FPS, ночная еда. Я не понимаю, почему ориентация, кстати, не горизонтальная. И 4К 60 FPS, основной модуль. Теперь X2. Ощутите всю глубину глубин, как очуменно снимает Pixel. Как очуменно снимает Pixel. В всяком случае, на его экране все нереально четко, это без дополнительного освещения. И да, он сейчас терял фокус, потому что он перенес фокус на мою руку. Но снимает он просто бомбически. Можно, кстати, параллельно сфоткать, разумеется, как у большинства. И как бы я не ругал пикселя с их тензорами, но фокус он в итоге перехвалил, мне кажется. Ну ладно. Не понравился ему пар. Так, сможете, заваривая кофе, снимать на камеру это действо. И почти финал. И еще немного фудблогинга. 4К 60 FPS. Как-то он подфризивает. Прям конкретно. Надеюсь, что вы на видео не видели, как он подфризивает, потому что фризит капитально. Хотя ПО все установлено. Очень странное дело. Пиксель. Короче, через 15 минут я понял систему. Ты берешь вот эти штуки и закидываешь их в...
Вот сюда. Вот так можно варить кофе и X2, и еще X2. Отключил музыку, за которую могут забанить ролик. X1. Тяжело идет. Ух ты, ёшки, как же горячо. Пожалуй, хватит его мучить. Отдалите, чтобы улучшить фокус. Интересно. Хорошо. Первый раз такое вижу, чтобы в автомате советовало на видео что-то сделать смартфон. Вот так нарезают мясо. А точнее, это не мясо, это соевое мясо, разумеется, осуждаю. Это не настоящее мясо. И соевое мясо жарят. Давно сюда не поднимался. 4К 60 FPS. Будда. И вот так вы сможете снимать всякие достопримечательности, если будете плавно к ним идти маленькими ступеньками. X2. Основа. Вот что бы я на пикселе не говорил по поводу стабилизации, еще чего-то, но они всегда нереально круто снимают. Начиная с 5-го. Вот можно что угодно рассказывать, но пиксели снимают классно. Это я вас не зомбирую, посмотрите примеры, сравнения. По-любому я еще буду делать обзор одним кадром. Допустим, автофокус. Все плавненько. И единственное, от тензоров бы они своих бы избавились бы. И с материалами бы разобрались. Ладно, накинули бы 200 баксов. И все бы было намного приятнее. Опять же, это все субъективно. Можете написать мне, что тензор волшебен, материалы супер. Я просто ничего не понимаю. Но это я говорю то, чего бы я хотел. Вы, как потребитель, можете хотеть что-то другое. Но 4К 60 FPS. Еда. И народ такой ест. Еще бы мыло где-то здесь было с рукомойником. Вот такая вот еда для кошек и собак. X2. 4К 60 FPS и вот это вот еда в 6 часов утра. Я умру с этим контентом, но все ради картинки. Вот. Вообще тема, когда так еда плавает перед тобой. Минусы: нет мини-джека и ИК-порта, слот под одну нано-сим-карту, громадный подбородок и рамки, к которым вы не привыкнете, это выглядит убого, шим просто космос и медленная, ультрамедленная зарядка. Про ценник ничего говорить не буду, потому что цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, и изначально, учитывая, что они выгрузили все по какому-то нереальному ценнику, сейчас цена даже за вот эти вот недостатки по мне, наверное, адекватна. Сейчас объясню почему. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Этим вы очень поможете проекту. Стараюсь покупать все, рассказывать обо всем по одним и тем же лекалам. Надеюсь, что для выбора вам это дело помогает. Ну и резюмировать я бы хотел максимально просто. Давайте откровенно. Я могу накидывать хейта на этот компакт по полной программе, но какие у него альтернативы? Если сегодня, вот вчера точнее, у меня был стрим на Яме, он был 36, у кого-то он показывал 34, дешевле, чем у авитовских перекупов. Почему? Потому что он никому не нужен за такие деньги из разряда, как его изначально за 45-50 продавали. А за 34 альтернатив по фото-видеосъемке в этих размерах нет. Да, здесь ужасные рамки. Здесь шим такой, что я даже врагу не посоветую пользоваться этим смартфоном, потому что я не верю, что это может не повлиять на зрение. Да, здесь у меня периодически отваливается тач. Да, он сбрасывает FPS. При съемке, я специально тестировал его 1,5 часа, он снимал одним файлом, в личной телеге я скидывал, он 60 FPS до 32 скидывает. И это прям очень печально. Да, он вылетает из тротлинг теста, и в PUBG New State он даже 60 FPS вам показывать не может. Но это все
накидывание в сторону, если у него есть альтернатива. Но у него нет альтернатив в эти деньги. Альтернатива это Xiaomi 14, Samsung S24 и может быть Asus Zenfone 10. И все это стоит дороже. Если говорить о Pixel 7a, зачем покупать Pixel 7a, когда есть 8a в тот же ценник уже, притом рядом с домом. И если говорить про, допустим, опять же, те же Pixel 7a и 8a с точки зрения ценообразования, поддержку обещают 7 лет. Проходишь ли ты 7 лет с этим делом? Очень сильно сомневаюсь. Насколько здесь хороша батарея, у меня она работает лучше, чем у остальных. Говорить об убогой зарядке, а 2 с лишним часа это прям убого, притом с таким объемом батареи, я не хочу. О том, что нет реверсивной, то же самое. И минусов здесь просто тьма тьмущая. Но на них можно было бы супер акцентировать внимание, если бы были альтернативы. Вы можете про такие же габариты написать мне в комментариях, что вот есть такие смартфоны, но я как человек, который покупать старается вообще все, даже какой-то дешман на этом рынке для того, чтобы рассказывать вам, тестировать, иметь возможность big view, как говорится, то есть я все купил, все продал и вот вижу, что хорошо, что плохо. Вот из рынка компактов почти нет. Яблоки отвалились на 13 мини, как мы помним, 14-15 линейка без мини. Asus отвалились, потому что они сделали ROG Phone 8, 8 Pro и какой-то Asus Zenfone 11 Ultra, и непонятно зачем, огромные. Да, вот только так, к сожалению. Так что, если вы его приобретаете, думайте о своем зрении в первую очередь, потому что все остальное минусы, как он там разряжается, как долго заряжается. Отдельная категория будет рассказывать, что здесь волшебные фотографии, и я с ними согласен, исходники фотографий, те, что я делал у меня в личной телеге. Кто-то увидит, что он выиграл у Vivo, кто-то увидит, что он проиграл у Vivo. Это все не важно, потому что, повторяюсь, вот в этих габаритах я в этот ценник из новых смартфонов альтернатив не знаю. Поэтому от меня девайсу в 34 тысячи однозначная да, для тех, кто понимает, для чего он это приобретает и что он с этим будет делать. Очень странный вердикт, правда? Напоминаю, что была прожарка на него, еще будет обзор одним кадром, скорее всего, где я буду с ним вот так ходить и рассказывать о нем. Продаются они, кстати, вот от перекупов информация очень-очень плохо. Соляви. Рано или поздно они перейдут либо на МТК, либо на куалкомовские процы, и все будет намного лучше и дороже. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Не забудьте подписаться на канал с колоколом.